Друзья, я наконец-то собрал свой PvP билд с новыми сущностями Пекла 8. Это, конечно, заняло у меня какое-то время, но результат точно того стоил. Билд получился реальной метой. Охотник на демонов получил гораздо больше выживаемости на поле боя и практически неуязвимость к контролю. Ты просто бегаешь и прыгаешь по полю боя от противника к противнику, снижая их скорость передвижения и атаки и повышая по ним урон. В этом билде я использую дополнительные щиты, много контроля с камней и отрыва, а также урон от умения обстрел. Ну и самое главное, основа этого билда — это новые сущности с уровнем сложности Пекла 8. Шакрам и взгляд теней в режиме автоатаки. Все это позволило мне быстро перемещаться по полю боя и практически танковать противников, одновременно накладывать на них контроль, замедлять и наносить повышенный урон. Я уже пару дней тестирую этот билд на PvP-арене, сейчас нахожусь где-то на уровне ранга золота 5, но уверен, с этим билдом я точно легко дойду до легенды. Кстати, этот билд еще потребовал изменения набора камней. Я заменил те, что работают только в PvE и только на основную атаку, на камни с акцентом на контроль и на урон от умений. Ведь этот билд использует только умения. Ну а теперь давайте подробно разберемся во всех деталях этого билда. Друзья, с вами Vaz2232, и первое, что я хочу отметить, что этот билд, он будет работать только для тех игроков, которые дошли до Пекла 8, потому что основа этого билда — это как раз сущности с нового Пекла. Давайте подойдем к замине, которая передает у нас сущности, и быстренько посмотрим. Видите, я все забрал. Кроме наплечников у меня еще остался сущность на маятник смерти. Но этот маятник смерти очень хорошо работает в PvE билде, который я тоже опишу, как только ее получу. Мне нужно всего 300 очков постоянства, у меня уже 243, ну скоро это уже произойдет. Давайте теперь разберемся с подробностями нашего билда. Первое, что мы сделаем, это посмотрим наши умения. В умениях у нас шакрам, у нас дымовая завеса. Мы сейчас подробно разберемся, какие сущности на них лежат. Это обстрел и это отрыв. В качестве основной атаки я выбрал взрывную стрелу, но в принципе здесь вообще не играет роли, какая у тебя основная атака, потому что весь билд заточен на умения. Дальше мы быстренько перейдем к сущностям, и сущности очень просто и быстро можно посмотреть из инвентаря. Мы можем нажать вот на этот вот шлемик, нажимаем, и мы сразу же здесь видим, что у меня 4 предмета: награда мрачного проводника, неприкасаемый шарлатан и желание Витху. Что дают эти предметы экипировки, мы сейчас коротко разберем, но давайте поговорим о сущностях. Вы видите, что у меня на шлем, на наплечники и на штаны используются сущности на отрыв. Также у меня дымовая завеса, новая сущность Пекла 8, стоит на нагрудный доспех. Новая сущность на шакрам стоит на одной из стоек оружия, и на всех остальных стойках у меня обстрел. Но если коротко проходиться по этим сущностям, то на самом деле они копируют в чем-то мой предыдущий PvP билд, только 2 дополнительных умения у меня работают в режиме автоатака. Это дымовая завеса, которая у меня стоит на нагрудном доспехе. Она усиливает меня, после чего я запускаю гранаты в ближайших противников во время передвижения. Умение с рывком запускает гранаты через меньшие интервалы времени. Здесь это ключевой момент, потому что мне нужно постоянно будет совершать рывки, и эти гранаты будут чаще взрываться. Ну и также новая сущность на стойке оружия на правой нижней. Вращающий шакрам теперь усиливает вас, после чего вы запускаете шакрамы в ближайших противников во время передвижения. И умение с рывком запускают шакрамы через меньшие интервалы времени. Тебе постоянно нужно совершать рывки, и во время, когда ты совершаешь рывок, у тебя и взрываются гранаты чаще, и летят шакрамы. Давайте посмотрим коротко, как это выглядит. Мы активируем дымовую завесу и шакрам, и вот когда мы совершаем рывок, вы видите, что летят из меня шакрамы и взрывается дымовая завеса, запускающая бомбы. Ну давайте дальше разберем сущности с заминой. Мы к ней подойдем, нажмем «Передать сущность» и посмотрим. Вот на нагрудном доспехе новая сущность из Пекла 8 — это дымные нити. Она как раз усиливает дымовую завесу и взрывает эти бомбы. А на стойке оружия
Эта сущность называется «Бесконечные запасы». Вращающий шакрам теперь усиливает вас. Ну и остальные сущности. На шлем у меня благоразумный выбор, когда отрыв восполняется каждый раз, когда мы получаем урон. На плечах у меня растущая жестокость. Это очень классная сущность, которую я использовал в предыдущих билдах. Отрыв теперь совершает рывок вперед и при этом обездвиживает противников, то есть вешает на них контроль. Ну и очень крутая сущность с пекла 7 — это трико акробата на штанах. Отрыв теперь можно применять во время действия эффектов контроля, то есть мы избегаем теперь любой контроль. И оставшиеся 3 сущности у нас на обстрел. Это на стойке правой у нас Сжикар, пронзающий выстрел. Обстрел теперь случайным образом выпускает в ближайших противников пронзающие стрелы. Усиливаем немножечко обстрел левой стойкой оружия с помощью сущности Суматоха. Обстрел также запускает самонаводящиеся ракеты, каждая из которых наносит ближайшему противнику 7000 урона. Это, конечно, зависит от уровня, на котором вы находитесь, но вот у меня 7000. Ну и последняя у нас сущность на стойке оружия — это неугасающая ярость. Обстрел теперь действует на 39% дольше. И, друзья, вы заметили, наверное, что у меня все предметы пробужденные, потому что в них вставлены камни более чем 4 уровня. И это все добавляет либо 10% к времени действия, либо на 10% увеличивает урон. Обязательно нужно пробуждать экипировку, это существенно бустует нашего героя. Мы посмотрим, как всем этим пользоваться на тренировочном поле, чтобы понимать всю механику этого билда. А теперь давайте перейдем к ветке совершенствования. Ну и, конечно же, ветку совершенствования я использую Гладиатор. В ней есть самый главный навык, который называется «Спасение от гибели», который нам дает одно бессмертие. Единственный минус, что восстанавливается это все 210 секунд. Также это неудобный навык относительно спасителя, который дает фамильяр, что ты просто замораживаешься, но у тебя потом восстанавливается здоровье. И если кто-нибудь тебя дамажит очень сильно, то ты просто не успеваешь ускользнуть. Ну и остальные навыки мы можем посмотреть здесь. Это у меня неуправляемость. Когда вас поражает эффект потери контроля, вы получаете невосприимчивость раз в 30 секунд. В бою с игроками вы наносите на 4% больше урона и получаете на 4% меньше урона. Это закаленный ветеран. Стремительные удары, что за каждого побежденного игрока скорость атаки повышается. Суммируется до 5 раз, до 15%. Ну и последний навык — это подавление. За каждого побежденного игрока вероятность критического удара повышается на 3%. Это тоже очень важное умение в нашем парагоне, когда увеличивается вероятность критического удара, потому что некоторые камни у нас активируются как раз при критических ударах. Ну и что касается легендарного умения, то это у меня проклятие слабости, ваши эффекты контроля. А каждый раз, когда мы совершаем отрыв, мы контролируем противника. Также у меня есть камни, которые заточены на контроль, но об этом чуть-чуть позже. Ваши эффекты контроля также поражают врагов проклятием слабости, уменьшая наносимый урон на 30% на 3 секунды. Не действует на одну и ту же цель больше, чем раз в 10 секунд. То есть все противники, которых мы поражаем эффектами контроля, на 30% меньше нас дамажат. И если мы посмотрим в наших умениях, то как раз на отрыве у нас есть контроль. Вы делаете выпад клинком, но тут самое главное, какая сущность на нем стоит. И стоит на нем отчаянный выпад. Отрыв теперь позволяет совершить рывок вперед, нанося урон и обездвиживая, то есть действует контроль. Противников на 3 секунды, не давая им применять умение с рывком. Очень крутой навык, обездвиживает противников и дает тебе легко ускользнуть. Но давайте коротко еще поговорим о сетовых наших комплектов. И вы видите, что у меня награда мрачного проводника 4 из 8, неприкасаемый шарлатан, эта штука нам дает щит, и желание Витху. Если мы посмотрим подробнее, то награда мрачного проводника вообще ключевой сетовый комплект в этом билде. Почему? Да все просто. Потому что он нам дает повышенную вероятность критического удара на 22,5% на 3 секунды. Здесь стоит 3%, но это ошибка просто перевода. И это ключевой момент именно для моего уровня развития. А мой уровень развития, как вы видите, это боевой рейтинг где-то 51-385.
ключевые статы где-то в районе 4500-4800 броня пробивания брони, 3800 мощь сопротивления и резонанс на этом билде 1965. Но мы подробнее разберемся с камнями чуть позже. Но смотрите, что самое главное. У меня вероятность критического удара всего 8%. И я, кстати, получал много комментариев по этому поводу. Как ты, чувак, делаешь типа ролики, а у самого крит 8%. Ну, действительно, у меня очень низкая вероятность критического удара, потому что я не собрал все необходимые аффиксы. Хотя он доходил у меня вплоть там до 25-28%. Я постепенно соберу это, но я достигаю эту вероятность критического удара с помощью других сетовых комплектов и камней. Я использую два камня, о которых мы чуть позже поговорим. Что же касается комнаты отряда, которую я использую, то, конечно же, в своих PvP-билдах я использую комнату с защитником, где вероятность блока повышается на 5%. Давайте посмотрим. Он у меня стоит на библиотеке, и тут помимо того, что у нас есть базовый бонус, который увеличивает вероятность блока на 5%, есть еще и бонусы реликтов. Еще увеличение на 1,5% вероятность блока. Ну и также есть очень крутой легендарный реликт, который увеличивает ваш запас здоровья на 6,5%, а также ваш размер на 15%. И это вообще очень крутой реликт, потому что, смотрите, моя охотница на демонов, она выглядит такой большой. Ну и также увеличение размера пропорционально увеличению скорости. Она теперь еще и быстрее бегает. И, кстати, есть блогер, по-моему, его зовут Феникс. Он оставлял комментарии к моим видео. Он снимает на телефон и загружает их на YouTube. Очень классные темы раскрывает. И вот в одном из его видео он как раз обсуждал и рассуждал на тему зависимости скорости от того, какие мы навыки используем, и какие комплекты, и какое снаряжение, какие аффиксы на них стоят. И вот как раз он обсуждал, что увеличение размера влияет на увеличение скорости передвижения. И это, кстати, очень многие блогеры говорят, и даже зарубежные. Я смотрю их, что увеличение размера пропорционально увеличению скорости. Хотя, честно, вот прямо заметить это мне так сложно. И если мы посмотрим, какая у меня прямо сейчас скорость передвижения, то она у меня 20%, потому что у меня используется стойка скорости, а я стойку атаки, да, которая повышает вероятность критического удара или критический урон, она повышает именно для основной атаки. Не использую на этом билде, потому что этот билд вообще не использует основную атаку. Здесь только умение. Поэтому я увеличиваю скорость на 10%, а также у меня есть нефрит, который увеличивает тоже скорость постоянно на 10%. И эти проценты, они суммируются, поэтому у меня 20% всегда есть. Но так как моя героина, видите, большая, то я еще бегаю быстрее. Так, ребят, ну мы, по-моему, немного отвлеклись, потому что мы обсуждали как раз наши сетовые комплекты. И, в общем, я использую 4 награды мрачного проводника на вероятность критического удара, потому что я еще все время совершаю рывки. Но также здесь я использую неприкасаемый шарлатан, чтобы у меня постоянно был щит, потому что билд получился такой тонковитый. Мне все время нужно прыгать в пекло самое. В общем, очень интересно, это все дает щит. Более того, я щит использую как аффиксы, мы тоже подробно об этом сейчас поговорим. Ну и, конечно, у меня используется камень колоссальная машина, а также много навыков, которые дают положительный эффект. Это у нас, вот если мы сейчас посмотрим в наших умениях, это как раз умения шакрам, которые дают положительный эффект. Ну и дымовая завеса, тоже положительный эффект. Мы их здесь используем, сущности с пекла 8. Все они у нас положительный эффект дают. Поэтому желание Витху, которое продлевает действие положительных эффектов на 30%, очень хорошо с ними работает. А также у меня колоссальная машина. Я говорил об этом или нет? Ну и что касается у нас проклятия, то у меня терзание 5 предметов, почему 5, и плети 2 предмета. Это очень странно. Ну, должно быть 6 предметов. Видимо, я один предмет переставлял, и у меня там что-то слетело. А, кстати, я переставлял, скорее всего, именно шлем. И здесь, скорее всего, у меня слетело проклятие. Точно. Почему я его, ребят, переставлял? Потому что, смотрите, я скрафтил специальный шлем,
у которого есть магический аффикс, магическое свойство. Вот оно. Это отрыв. Вы получаете щит, поглощающий 9700 единиц урона. Также у меня такой же магический аффикс есть еще и на этой оружке. Тут тоже отрыв. Вы получаете щит, поглощающий 9755 единиц урона. У меня получается 2 предмета таких. Каждый раз, когда я делаю отрыв, на меня накладывается щит. В итоге это получается почти 20 тысяч. Если мы посмотрим в наших умениях, нажмем на отрыв и прокрутим в самый низ, вы видите, что здесь стоит магические характеристики. Вы получаете щит, в общем поглощающий 19 510 единиц урона. Почему так важно правильные магические аффиксы накладывать на предметы? Но я наложил только 2, у меня просто ресурсов больше нет. По мере я, конечно, хочу 4 таких аффикса, чтобы больше щитов иметь. Ну и вот смотрите, как работают эти магические аффиксы. Каждый раз мы совершаем отрыв, видите, вокруг меня появляется щит. Давайте теперь коротко пройдемся по аффиксам перековки. Подойдем для этого к кузнецу, нажмем перековать. И у меня здесь стоит именно PvP стойка. Практически на всех одно и то же. Основное свойство у меня это свойство комплекта возмездия. Повышает скорость атаки на 1,5%, урон по игрокам увеличен на 1,5% или на 1%, и увеличивает урон наносимым целям с эффектом щита. Практически на всех у меня одно и то же стоит. Я бы, конечно, это перековывал еще на вероятность критического удара. Я не помню, там есть такое или нет. Ну или на критический урон, потому что у меня очень многое активируется при критическом ударе. Но для того, чтобы все это перековывать, нужно еще накопить 450 хотя бы этих камней перековки. А давайте посмотрим, сколько у меня сейчас. 145. В общем, нужно больше играть именно PvP, потому что вот эти камешки перековки, чтобы накладывать правильные аффиксы, они как раз получаются из PvP событий в игре. Друзья, и, наверное, интересный момент еще это отметить, какого фамилиара я использую в этом билде. Я использую своего фамилиарчика со спасителем, которого я купил год назад за платину. И если вы хотите получить фамилиара со спасителем и не очень любите рулетку, то его просто нужно купить на рынке. Он стоит от 30 тысяч платины. Нужно просто отслеживать это предложение. Но что самое интересное, я обнаружил, почему у меня больший урон в PvP. Потому что посмотрите, какие у меня умения на фамилиаре. Помимо спасителя, фамилиар дает мне невосприимчивость к урону на 3 секунды раз в 75 секунд. Это number one для PvP. У меня еще здесь есть травля. Тоже легендарное свойство. Увеличивает урон от умений на 30% в бою с игроками. Это вообще must have. Это как топовый камень, колоссальная машина. И я недавно это обнаружил, когда разбирался со своим фамилиаром и собирал максимально эффективный билд для того уровня развития, на котором я нахожусь. Ну, в общем, это на самом деле очень круто. Особенно мне нравится обратная связь из комментариев к моим роликам. Ну и по мере выпуска роликов я все глубже и глубже погружаюсь в игру, что очень радует. Ну и теперь, наверное, давайте перейдем к самому интересному, это к легендарным камням. Давайте посмотрим, какой у меня сейчас пул камней. И вы видите, что этот пул камней совершенно отличается от того, что было в моем PvE билде. Если вы не смотрели мои ролики по моим предыдущим PvE и PvP билдам, то я оставлю ссылки в описании к этому ролику, чтобы их посмотреть, потому что один из PvP билдов я до сих пор использую, но он использует как раз сущности с пекла 7. И там совершенно другой набор камней, потому что там используется еще и основная атака. Здесь у нас основная атака не используется, и для того, чтобы этот билд работал на максимум, важна определенная синергия. И специально для этого я пересобрал билд полностью. Вы видите, что я добавил сюда несколько однозвездных камней, прокачанных до 10 уровня. К счастью, у меня оказалось необходимое количество силы самоцветов, и просто простым перекачиванием из одного самоцвета в другой я собрал этот билд. Кстати, друзья, если вы не понимаете, о чем я говорю, не пугайтесь, но на самом деле это все относится к новой системе резонанса в Diablo Immortal. Можно
перекачивать силу самоцвета из любого камня, прокачанного до 2-го уровня, выкачивать ее и использовать для прокачки своих других камней. Но выкачанные камни, они будут спящими, и их нельзя будет использовать. Их, вернее, можно будет использовать, их можно вставить в слот, но работать они не будут. Но эту силу самоцветов можно использовать для прокачки своих других камней. Я очень подробно разбирал это и с примерами в одном из своих роликов. Он сейчас появится в правом верхнем углу. Обязательно посмотрите его, если хотите лучше понимать новую систему резонанса и как работает это все с нашими камнями. Ну, давайте быстренько пройдемся по камням. Смотрите, что я здесь использую. Я использую эликсир печали, который увеличивает продолжительность отрицательных эффектов на 24%. А к отрицательным эффектам у нас относятся все эффекты нашего контроля. И что интересно, когда я играл PvP каточки, то у меня очень часто возникал значок, что я лидер по контролю. Это очень круто. Каждый раз контролировать кого-то, а самому избегать контроль. Наконец-то это доступно у охотника на демонов, который раньше где-то всегда в сторонке стоял. Но этот камень еще работает и в синергии с другим камнем, который называется фантомное стекло. Критические удары разбивают броню противников на 2 секунды, и мы наносим им на 20% больше урон. Это как раз отрицательный эффект, который мы накладываем и который продлевается на 24%. Ну, уже не 2 секунды, там, а 2,5, что тоже классно. Следующий камень, который у нас тоже работает в синергии с отрицательными эффектами, это неизбывное проклятие. Ваши атаки с вероятностью 15% могут наложить на противников проклятие, которое снизит их скорость атаки и передвижение на 35% на 5,5 секунд. Мы еще продлеваем это действие с помощью нашего камня эликсир печали. Но вы видите, что я прокачал этот камень только до 6-го уровня, потому что у меня просто в данный момент не хватает ресурсов. Но этого тоже достаточно, потому что основное свойство на камнях как раз работает на четных уровнях. Там 2-й, 4-й, 6-й, 8-й — это самые зачетные уровни, до которых нужно прокачивать камни. Имейте, кстати, это в виду. Ну и еще один новый камень в моем PvP-билде — это оковы трепета. Критические удары выводят противников из строя, не позволяя им использовать умения с рывками в течение 3 и 6 секунд и уменьшает их скорость передвижения на 24%. Короче, у нас 4 камня работают на отрицательные эффекты и на контроль. Каждый раз, когда мы дамажим, у нас с максимальной вероятностью появляется критический удар, почему я сейчас скажу, и мы контролируем противников. И вот как раз по поводу критических ударов, так как у меня недостаточно его в аффиксах, всего 8%, я использую 2 камня из своего еще PvE билда. Это бурлящий исход, 24% повышает критические удары, ну и, конечно же, плач матери, который повышает критические удары на 28%. Я его специально прокачивал до 8-го уровня. Кстати, об этом я делал ролик, если вы его не смотрели, то обязательно посмотрите, очень интересный ролик, и также там используется вот эта механика с новой системой резонанса, потому что материалы для его прокачки я как раз выкачивал из других камней. Ну и, конечно же, у меня есть окровавленный нефрит, который я прокачал до 4-го уровня. Собираю сейчас дубли, чтобы прокачать до 5-го. Он равномерно увеличивает наш урон и как раз дает нам скорость передвижения. Ну и самое главное, что я потратил все свои теллурические жемчужины, которых накопил 40 штук, и прокачал себе колоссальную машину до 4-го уровня. У меня было 2 дубля, то есть я взял 3-й, ну и в силу самоцвета у меня тоже была, поэтому я собрал его на 4-й уровень и уже вставил непосредственно в предмет, чтобы он был пробужденный. Напомню, что у меня все предметы пробуждены, потому что у меня нет камней ниже 4-го уровня. Ну и, конечно же, как дополнительный самоцвет он давал гораздо меньший эффект к умениям. Сейчас ваш урон от умений увеличивается на 27%. По-моему, когда он на 1-м уровне, он дает то ли 17, то ли 15, но совсем какую-то небольшую сумму умений. Но более того, смотрите, что он еще дает. Он еще увеличивает, где это, вот здесь, увеличивает ваш размер и дальность действия умений.
То есть во время, когда действует колоссальная машина, у нас еще эти и шакрамы летят дальше, и взрывы дальше взрываются. Ну и самое главное, мы увеличиваемся в размере и увеличивается скорость нашего передвижения, что очень круто и здорово. Вообще, я считаю, что такой набор камней просто, мета для моего уровня развития, резонанса и статических характеристик, и это как раз позволяет быть на уровне, когда я матчусь с игроками своего уровня. Кстати, тут есть один момент, что изначально вместо фантомного стекла я использовал прокачанный до 10 уровня колодец энтропии. Сейчас он у меня спящий, потому что я выкачал всю силу из него, чтобы собрать этот PvP билд, но колодец энтропии, он повышает урон от умений на 18%. Но мои тесты, они как раз показали, что фантомное стекло, которое активируется только от критических ударов, работает в этом билде лучше. В общем, что вы думаете о моем наборе камней для PvP билда этого? Я считаю, что для моего уровня развития персонажа это 2500, от 2 до 2500 резонанса и где-то 4500 статичные характеристики. Это очень достойный вариант, потому что когда я матчусь с игроками сопоставимыми по силе, то у меня всегда есть преимущество и по ускользанию, по урону и по контролю. В общем, билд реальная мета. Давайте я покажу, как он работает на тренировочном поле. Ну и обязательно чуть позже запишу для вас каточки, потому что у нас сейчас начнется битва теней. Как раз у меня PvP билд, а по-моему на битве теней мы там будем против Феникса сражаться. Можно на нее даже и не приходить, чтобы не ударять в глаз лицом. У нас достаточно слабенький клан. Давайте быстренько на тренировочную площадочку. Тренировка поля боя, и мы выберем сопровождение, да, добавим всех игроков, но чтобы это было, можно сказать, честно, да, мы уберем штучки 3 из нашей команды и начнем тренировочку. В общем, да, мы пока на битву теней не идем, но смотрите, основной принцип этого билда, что тебе нужно совершать рывок, активируя свои взгляд теней и шакрам, и прыгать и дамажить обстрелом. Делается это вот так. Активируем, прыгаем, стреляем, прыгаем, стреляем, прыгаем, стреляем. Вы видите, что у меня постоянно активируются щиты, и, в общем, выживаемость очень хорошая у этого билда. Я разношу этот народ. Тут важно постоянно активировать на кулдауне, после кулдауна, когда проходит взгляд теней и шакрам, нужно постоянно, чтобы они были активны, потому что они на автоатаке постоянно работают. Но вы видите, что у меня уже серия из 9 убийств. Давайте немножечко подлечимся и продолжим демонстрировать, как это работает. Ну и работает на ботах вообще очень хорошо. На игроках, конечно, не так, но тоже достойно. Каждый раз, когда мы его прыгаем, мы совершаем контроль, и, в общем, этот персонаж получает больше урона от нас. В общем, вы видите, как это все легко разносится. Особенно если неопытные игроки, то очень легко законтролить их. Ну, конечно, против китов этот билд не работает. Против китов мало билдов работает на самом деле. А почему у меня не работает? Вот, подлечимся и пойдем. Вы видите, у меня даже минус 3 игрока, но все равно удается очень легко здесь выйти в победители. И заметьте, что контроль на меня не работает, потому что каждый раз, когда я совершаю отрыв, у меня как раз уходят все эффекты контроля. А отрыв при этом у меня восстанавливается каждый раз, когда я получаю урон. И чтобы этот урон на меня не сильно действовал, у меня работает много щитов. 2 на аффиксов и 1 щит на сетовом комплекте. Если бы, конечно, у меня было достаточно много положительных эффектов, я бы, наверное, даже 4 предмета на сетовый комплект, который щит дает. Видите, я прыгаю, из меня летят эти шакрамы. В общем, реально очень круто. Очень круто. Ну, это прям реально удовольствие доставляет. Если бы за это еще награды давали. Вот так примерно это выглядит. Давайте мы выйдем отсюда.
потому что, в принципе, тут уже все понятно. В общем, друзья, что вы думаете об этом новом PvP-билде для охотника на демонов? Я считаю, что это просто супер мета, и даже сейчас многие игроки будут переходить на охотника на демонов, потому что он получает высокую выживаемость, он может танковать, и он ускользает от любого контроля. Мне этот билд очень нравится, я уверен, что быстро сейчас с ним дойду до легенды, хотя топчусь уже недельку на золоте 5. Ну, а если вам понравился этот ролик, пожалуйста, поставьте лайк и не забудьте подписаться. А мы с вами увидимся в следующем видео.